Доброе утро. Отлично. Принесли мой первый завтрак на сказочной Нусапениде. Этот остров известен своей нетронутой природой и потрясающими пейзажами. Чтобы у меня была возможность максимально почувствовать сближение с дивной дикой природой этого места, решила пожить в экологичном бамбуковом доме. Пока я допиваю свой утренний кофеек, подпишись на мой канал, чтобы не пропустить новое видео, и обязательно поставь палец вверх. И сейчас я отправляюсь исследовать этот удивительный остров. Нусапенида широко известна своими потрясающими воображения пляжами, и первый, на который отправлюсь я, это пляж Даймонд Бич. Кстати, как обстоят дела с транспортом на острове? Все здесь передвигаются на арендованных байках либо на машинах. Рельеф острова очень холмистый, поэтому на дорогах много крупных подъемов и спусков, требующих аккуратного вождения. Многие дороги достаточно узкие, что затрудняет встречный проезд автомобилей, особенно больших, так что быть неопытным водителем на этих дорогах не рекомендуется. К счастью, здесь можно арендовать машину вместе с водителем, что, собственно, я и сделала. Есть возможность забронировать машину с водителем заранее, еще до поездки на нужные даты, но я встретила своего водителя прямо в порту по прибытии на остров. Он дал мне свой WhatsApp для связи, как и на Бали, здесь все говорят по-английски. И стоит аренда водителя вместе с машиной 600 тысяч индонезийских рупий за 10 часов. И вот я уже добралась до Алмазного пляжа. Он находится на восточном побережье Нуса-Пениды. Настоящий райский уголок с белоснежным песком и небесно-голубой водой. Однако Даймонд Бич — это не просто пляж, а место для крупных фотосессий. Удобная каменная лестница, построенная в 2018 году, заменила прежний опасный и труднодоступный путь. Теперь спускаться к пляжу легко и безопасно по крупным ступеням, высеченным прямо в скале. Пальмы вдоль берега и причудливо разбросанные белые камни создают прекрасную картину. Но купание на этом пляже невозможно из-за множества кораллов и подводных скал. Возле входа есть великолепная смотровая площадка с качелями для инстаграмных видео с летящими платьями, создающие ощущение полета над бирюзовой гладью океана. Даже по дороге к пляжу открывается несколько потрясающих видов. Хотя купание из-за сильных волн и течений здесь не рекомендуется, прогулка по Даймонд Бич — это само по себе удовольствие. Лучше всего посетить пляж ранним утром, около 5:30, чтобы встретить захватывающий рассвет, ведь пляж обращен на восток. Даймонд Бич входит в число лучших мест на Нусапениде для наблюдения за восходом солнца.
Очень жаль, что на Даймонд Бич нельзя купаться, но, к счастью, рядом есть еще один не менее крутой пляж, это Атух Бич, и вот он уже полностью приспособлен для купания. Ох, и снова лестница. Этот пляж находится на юго-востоке Нуса-Пениды, у берегов Индийского океана. Белоснежный песок, бирюзовая вода и величественные скалы, обросшие тропической зеленью, создают великолепный вид. Здесь расположены две известные скалы – Нуса-Бату-Падасан и Нуса-Батуаба, и природная скальная арка добавляет пейзажу драматизма. С этой арки, кстати, можно прыгать в воду. Хотя прыжки в воду с арки выглядят заманчиво, отсутствие спасателей делает заплывы на значительное расстояние достаточно опасными. Инфраструктура развита слабо, ресторанов и душевых здесь нет, но местные жители продают кокосы, и в комплекте с кокосом идет место на лежаке. Вход в воду на этом пляже пологий, но глубина быстро увеличивается, дно становится каменистым. Океан здесь обычно спокоен, защищенный от сильных волн окружающими скалами. Однако Атух-Бич – это больше, чем просто пляж. Рядом находится знаменитая смотровая площадка Зоусанд Исланд и дом на дереве, предоставляющие захватывающие панорамные виды на пляж и окружающий ландшафт. Этот пляж подходит для тех, кто ценит первозданную природу и готов к небольшому приключению ради встречи с красотой. После пляжа заехала в местную кафешку у дороги, чтобы покушать. Заказала себе куриный салат с овощами и филе тунца с картошкой. Ну и конечно же, свежевыжатый сок. Еда вкусная, и цены здесь тоже очень приятные. В меню очень много блюд с рыбой. Я в полном восторге от диких пляжей Нусабениды, и что бы я порекомендовала для комфортного посещения этих мест. Во-первых, удобная обувь и одежда. Во-вторых, побольше солнцезащитного крема. Я намазалась кремом с утра, но забыла взять его с собой, и после того, как крем смылся при купании, я сгорела до состояния рака где-то минут за 10. Второй свой день на Нусапениде начинаю с обзора ванной в моем бамбуковом доме. Еще одна обалденная каменная ванна. Первая ванна, которую я заценила в этом путешествии, была на Бали. Ссылочка на это видео сейчас появится сверху. Что сказать, мне везет на ванны в этой поездке. В этом отеле есть услуга заполнения ванны цветами, и я хотела ее заказать, но, к сожалению, сейчас проходят местные праздники, и для цветочных ванн у отеля не осталось цветов, так что придется довольствоваться пеной. Да уж, я красная как помидорка. Не повторяйте моих ошибок и никогда не забывайте солнцезащитный крем. Так забавно, в этой ванной комнате под открытым небом даже душ сделан из бамбука. Сейчас быстренько обозреваю общую зону моего отеля, а точнее центральное бамбуковое бунгало, и снова отправляюсь любоваться красотами Нусапениды.
И вот я уже мчу на пляж Келинкинг, одну из самых популярных достопримечательностей Нуса Пениды. Его уникальность заключается в невероятном сходстве скалистого хребта залива с гигантским динозавром, лежащим на берегу океана. Эта впечатляющая природная достопримечательность стала настоящей звездой в Инстаграм. Еще на этом пляже водятся обезьянки, которые таскают вещи, так что будьте осторожней. Гладить их нельзя, они могут кусаться. Этот пляж имеет небольшие размеры и находится между двух горных цепей на юго-западном берегу острова Нуса Пенида. Чтобы дойти до райского пляжа, придется спускаться с высокой горы. Спуск достаточно тяжелый. Сначала есть гигантские бетонные ступеньки, но они быстро заканчиваются и дальше начинается просто неровная горная порода, ограниченная деревянными перилами. Есть вообще полностью вертикальные участки маршрута. Я не советовала бы спускаться на этот пляж людям с маленькими детьми или тем, у кого есть какие-либо проблемы со здоровьем. Также не стоит спускаться тому, у кого слабая выносливость. На пляже абсолютно нет никаких спасательных служб. И на пляж нужно не только спуститься, но еще и подняться. Так что если вам станет плохо или вы не сможете подняться назад, вам никто не поможет. Для спуска нужна суперудобная нескользкая обувь. И берите с собой побольше воды и пару ведер крема от солнца, так как мест, где есть тень, на пляже немного, да и сам пляж достаточно небольшого размера по меркам Индонезии. Несмотря на достаточно тяжелый путь, если здоровье позволяет, стоит посетить этот пляж, поскольку тут сказочно красиво. Келинкинг — это песчаный берег, вода ярко-голубого цвета, окруженная каменной стеной и густыми тропическими лесами. Без преувеличения, этот пляж можно назвать одним из самых красивых во всей Индонезии. Келинкинг известен своими высокими волнами и сильными течениями. Купание здесь может быть опасно, особенно для неопытных пловцов. В некоторых местах волны разбиваются о скалы с большой силой. Как я уже говорила, спасателей здесь нет, поэтому купание здесь происходит на свой страх и риск. Но я купалась и осталась в полном восторге от катания в этих гигантских волнах. А вот так вот выглядит человек, вдоволь накатавшийся в волнах. Немного потрепанная, но очень довольная. Подъем дался мне гораздо тяжелее, чем спуск.
После катания в волнах и под палящим солнцем подниматься было очень тяжело, но я с этим справилась и сейчас уже возвращаюсь в отель. По дороге заезжаю покушать, и сегодня у меня на обед греческий салат с козьим сыром и местная рыба со сложным названием, ну а на десерт бананы с мороженым. Продолжаем обзор бамбукового дома. Сейчас опробуем местный бассейн. Вот и принесли ужин. Мне очень понравилось жить в бамбуковом доме. Единственный момент — это неизбежный контакт с местной живностью. Вот, например, сейчас на меня с потолка смотрят несколько любопытных тритончиков. Собственно, они меня никак не беспокоят, так что я чувствую себя комфортно. Но если вас напрягают насекомые, которых привлекает свет, и мелкие ящерки, то данный вид жилья вряд ли вам подойдет. И после ужина снова отправляюсь в бассейн, поплаваю в последний раз, а утром я уже покидаю Нуса-Пениду и возвращаюсь на Бали. И вот я уже в порту, от которого отходят скоростные катера на Бали. И в завершении, наверное, стоит рассказать, как же можно попасть на Нусапениду. Чтобы попасть на остров с Бали, можно воспользоваться скоростными лодками, которые отходят из портов Санур и Кусамба. Вариантов компаний, которые занимаются перевозками, очень много. Билеты на скоростные лодки можно купить заранее и сразу туда и обратно. Так выходит дешевле. Либо можно еще доплыть до Нусапениды на медленном пароме из порта Падан-Бай. Паром более экономичный вариант, и он подходит для тех, кто путешествует со своим транспортом. Ну вот и все, я снова возвращаюсь на Бали и продолжу там свое путешествие. Так что обязательно подпишись на мой канал, чтобы не пропустить следующее видео, и обязательно поставь палец вверх. Увидимся в следующем видео.